Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Почему Финляндия получала бесплатную электроэнергию от России? Финляндия из-за одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию больше не будет получать компенсационную энергию по договору 1972 года, связанного со строительством российской Светогорской ГЭС. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте душераздирающий крик «Ура!» патриотов о том, что Советский Союз и Российская Федерация бесплатно снабжала кого ни попадя электроэнергией. Почему так получилось? Давайте разбираться. Конечно, я очень надеюсь, что оператор найдет где-нибудь подробную карту реки Вуокса. Это граница Финляндии и, соответственно, Ленинградской области Российской Федерации. В свое время это граница Финляндии и Советского Союза. Река начинается в Финляндии, вверху и сверху вниз течет до Ладожского озера, куда, собственно говоря, и впадает. Впервые гидросооружения на месте нынешней Светогорской ГЭС начали строить еще в десятые годы прошлого века, но это не была гидроэлектростанция. Там имелся достаточно крупный лесопромышленный комплекс. Вот чтобы обеспечивать водой все это производство, появилась плотина. Уже после отделения Финляндии от Российской империи в 20-30-е годы финны уже самостоятельно начали строить гидроэлектростанцию. Называлась она ЭСПУ. После 1940 года этот кусочек территории вошел в состав Советского Союза, и до войны не успели, сразу после войны достроили. Достроили, немножко изменив проект, подняв высоту плотины с 84 до 92 метров. Гидроэлектростанция нужная, важная, мощность 122 мегаватта, это немало. Понятно, что добор мощности идет ниже по течению. Перед впадением в Оксы, в Ладожское озеро, у нас Лесогорская гидроэлектростанция на двоих, установленная мощность 400 мегаватт. После того, как были введены в строй все гидроагрегаты, выяснилось, что возникла проблема у финнов. Уклон реки Воксу очень маленький. Ну и давайте попробуем представить, что произошло. Подняли плотину. Соответственно, уровень воды в водохранилище стал выше. Уклон у финской электростанции, сейчас попробую произнести, Тайни Онну, нет, не получилось, Тайни Онкоски. Она вторая в этом каскаде, и вот у нее проблема возникла. Поскольку ниже, поскольку уменьшился уклон, стало меньше выработка электроэнергии. В 1972 году договорились о том, что Советский Союз компенсирует вынужденные потери объема выработки электроэнергии финскими электростанциями. И объем вот этой компенсации составил 19,9 миллиона киловатт-часов в год. Вне зависимости от того, как выглядит водный режим, 19,9 ежегодно передавалось. Просто для того, чтобы сохранить добрососедские отношения, чтобы финны не могли на нас показывать пальцем, мы у них украли киловатт-часы. Если посмотреть текст за подписью господина Мишустина, то речь идет об участке реки Вуоксы от ГЭС Иматра до ГЭС Светлогорская. Иматра, если сверху вниз по течению реки Вуокса смотреть, это самая верхняя. Понятно, что выработка немножечко уменьшилась на Тайнионкоске и немножечко на Иматре. Вот за счет этого компенсация шла для того, чтобы все было в порядке, чтобы никаких претензий друг к другу не было. Продолжалось это совершенно благополучно до последних дней, несмотря на то, что в 2022 году, после известных событий, Финляндия не заявила, что отказывается от поставок электроэнергии из России и не будет за это платить. Поставки шли, разумеется, не только по линиям электропередач вокруг этих гидроэлектростанций, но и через ставку постоянного тока под Выборгом. Отказались и отказались. Россия достаточно долго ждала, ничего не понимала. Сейчас сделали вывод. Ну, отказались от электроэнергии, значит, отказались.
какая компенсация, если вы ничего не покупаете. У вас все в порядке, у нас все в порядке. Всем всего доброго. Вот, собственно говоря, в двух словах. Компенсация была нужна, потому что наша гидроэлектростанция, грубо говоря, украла кусочек выработки у двух верхних гидроэлектростанций на финской части реки Вуокса, на финском участке течения. Для того, чтобы не было каких-то международных проблем, двусторонних проблем, с 1972 года действовало вот это соглашение. Объем компенсации, порядок ее предоставления, те самые статьи 3 и 4, которые на день сегодняшний прекратили свое действие. Причина ровно одна. Отказ Финляндии от поставок электроэнергии из России. Не очень понятно, почему ждали больше 3 лет. В принципе, умерла так умерла, отказались от электроэнергии, значит, отказались, значит, у вас все хорошо. Ну, видимо, давали время на то, чтобы господа финны задумались, что они сделали. Поскольку подумать не получилось, ну, решили вот так взять и остановить. На мой взгляд, совершенно правомерное действие. Пока поставки электроэнергии в Финляндию шли, они были достаточно крупными, прямо скажем. Там речь шла не о десятках миллионов киловатт-часов, а удачные, так скажем, для компании Интеррао годы доходило до 5 миллиардов киловатт-часов. На этом фоне 19,9, поставленное бесплатно, ну, погоды точно не делали. Но поскольку финны решили вместо сотрудничества построить стену повыше и выкопать ров поглубже, ну, мы не имеем ничего против, если будут строить, копать и не забудут натянуть какую-нибудь там колючую проволоку поверху. Вряд ли это будет большим событием для Финляндии. 19,9 миллионов киловатт-часов за год, ну, простите, это не смешно. Поставят ветряки, все сами себе компенсируют. И избавятся от империалистического электрического тока из России. Потому что все эти 3 года он, конечно, подрывал самостоятельность, независимость и так далее, и так далее. Борис Леонидович, а насколько были в принципе существенные поставки газа и электроэнергии из Российской Федерации в Финляндию? Они занимали какой-то значительный объем их рынка, нужны были им как-то критически, ну, просто потому что они как-то больно легко в 2022 году взяли и отказались от всего разом. Хотя раньше достаточно плотно на этом сидели и регулярно, и вовремя, и копейку в копейку платили. Ну, давайте так. Специально для снабжения природным газом Советской Прибалтики, Белоруссии, Калининградской области и Финляндии была построена система магистральных газопроводов «Северное сияние» в 70-е годы. Если смотреть, что происходило после 91-го, то есть после обретения независимости от здравого смысла в Прибалтике, общий объем поставок максимальный в год доходил до 8 миллиардов кубометров. Это на Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию вместе взятые. С финнами было не очень удобно, потому что в буквальном смысле финские потребители сидели на трубе. Гранитные грунты Финляндии не позволяют организовать ПХГ, поэтому любая поломка на линейных участках газопроводов, на компрессорной станции, все сразу останавливалось. Было неудобно, но тем не менее торговали. 8 миллиардов кубометров, ну, с учетом достаточно серьезных европейских цен, почему бы и нет, собственно говоря. В 2020 году стало полегче. Связано это было с великолепной придумкой Европейской комиссии для того, чтобы увеличить независимость бывшей Советской Прибалтики от России, был придуман так называемый Балтийский вертикальный газовый коридор. Мысль заключалась в следующем. Польские компании получили пакеты акций газодобывающих платформ Эквинора, норвежская государственная компания, которая вела добычу и ведет добычу в Северном море. Полностью проект на себя полякам, естественно, не отдали, но вот эти проценты можно было превращать в кубометры газа. Путешествие газа начиналось в норвежском секторе Северного моря. Трубы из моря приходили на территорию Дании, на бережок, проходили Данию насквозь,
ныряли в Балтийское море, знаменитая Балтийская пипа, Baltic Pipe, морской трубопровод от Дании до Польши. Вот в таком виде проект финансировать никто не хотел, его считали нелетамителем. И для того, чтобы отморозить себе уши, Европейская комиссия решила, что на этом останавливаться нельзя. Был спроектирован еще один газопровод, который должен был соединить газовые системы Польши и Литвы. Дальше по той самой сети магистральных газопроводов «Северное сияние» газ уже пришел в Эстонию, и остается построить газопровод между Эстонией и Финляндией. И вот получается, что на одной сети уже магистральных газопроводов из Северного моря в Данию, через территорию Дании Baltic Pipe в Польшу, газ интерконнектор Поланд-Литуания, газ из Польши в Литву, дальше «Сияние севера» и Baltic Connector – это трубопровод между Финляндией и Эстонией. Ну, а дальше мы наблюдали совершенно дивную картину. Бывают магистральные газопроводы здорового человека, бывают магистральные газопроводы курильщика. В России, да и во всех странах мира, газопровод строится от месторождения к потребителю. Это, на мой взгляд, совершенно логично. Но мы имеем дело с Европейской комиссией, то есть, еще раз, газ в Северном море, неподалеку от экономической зоны Дании. Он должен прийти в Данию, прийти в Польшу, пройти через Польшу и так далее, и добраться до Финляндии. По европейской логике, первый участок был построен между Эстонией и Финляндией. На мой взгляд, это гениальное изобретение. По замыслу европейских специалистов газ должен был зародиться в этой трубе сам по себе. На тот момент, когда вот это все проектировалось, «Газпром» входил в акционерный капитал газовых компаний всех трех прибалтийских республик и Финляндии заодно. Финны поинтересовались, стоит ли идти вот на такой проект. Неизвестно, когда и что будет с газом из Дании в Польшу, а трубопровод тратить деньги предлагают уже прямо сейчас. Ответ «Газпрома» был: да, соглашайтесь, потому что только в этом случае вы, финны, получаете возможность добраться до единственного в регионе крупного подземного хранилища на территории Латвии. И головная боль, чтобы, не дай бог, не поломалась труба, не лопнул где-нибудь шов, она наконец исчезнет. Мы станем работать с вами в нормальном режиме. Для вас газ можно будет закачивать в подземное хранилище газа под Ригой, Инчуканс, еще одно веселое название. Забирать вы его будете оттуда тогда, когда вам это будет необходимо. Никто не будет мучиться, менять режимы поставок, вы сами определите, когда в Латвии нужно будет забирать тот объем, который вам нужен. Что, собственно говоря, и происходило до 2022 года, когда последовал отказ сначала Финляндии покупать газ за рубли, потом то же самое продемонстрировали гордые прибалты. На этом все и закончилось. Так что газ в Финляндию должен приходить из месторождений в Северном море, в норвежском секторе. Не приходит. Связано это с тем, что финны и эстонцы совместными усилиями построили плавучий терминал для приема СПГ. Поставили его, разумеется, в финском порту, хотя эстонцы были немножко против, но их особо никто не спрашивал, они младшие братья, вот и делайте, что говорят. Идея была до предела простая. СПГ привезли, регазифицировали, если Эстонии необходимо, по Балтик интерконнектору забрали. Все, зимуйте спокойно, никаких проблем не будет. И в первую же зиму, когда должен был начаться вот такой режим работы, Baltic Connector поломался. Так бывает. Поломался он за 2 недели до начала отопительного сезона. Разумеется, финны очень хотели помочь братской Эстонии с газом, но не могли. Труба поломана. Отремонтировать ее удалось через 2 недели по окончании отопительного сезона. Разумеется, все происходящее было полной случайностью. Благодаря наличию вот этого магистрального регистрационного терминала, благодаря наличию еще одного небольшого на западе Финляндии, есть терминалы там, где газораспределительной сети просто нет.
Там малотоннажные проекты СПГ Норвегии обслуживают небольшие поселения, которые у Финляндии там имеются. Если смотреть на долю газа в балансе генерации электроэнергии Финляндии, то до 2022 года она составляла менее 15%. Поэтому особо не больно. Есть регистрационный терминал старый маленький, есть большой новенький, через который надо, полагается, запитывать Эстонию, но он время от времени ломается. Так бывает. То есть в межсезонье, пока спрос на газ невелик, Балтик Интерконнектор работает исправно, зима, поломался. Долго ловили коварных россиян, которые поломали эту трубу, потом ловили не менее коварных китайцев, которые поломали эту трубу, потом выяснилось, что ее никто не поломал. Кто-то якорем случайно зацепил, поскольку проложено на удивительным образом без защиты от подобного рода происшествий. То есть якорь, волочащийся по дну, это серьезная причина для того, чтобы возникла крупная поломка. Ну, так бывает. Зато сделано было быстро. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших сетях. Это тоже помогает нашему проекту держаться на ногах. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.